прошлом ролике номер 5 мы с вами разработали сквозной план для слаженной работы подразделений и отделов. А в ролике номер 4 мы интегрировали взаимодействие между этими подразделениями через поток создания продуктов вашей компании. Функции вашего бизнеса теперь синхронизированы, даты исполнения ясны, авралов стало меньше. А теперь давайте это все еще свяжем и с деньгами. И вот вы, как владелец, генеральный директор или топ-менеджер, смотрите на этот красивый сквозной план и задаете самый главный вопрос. Отлично, а когда на счет поступят деньги? На который классическая бухгалтерия никогда вам не ответит. Потому что вы, наверное, помните те проблемы из третьего ролика. Прибыль в отчете есть, а в кассе их нет. И это один из главных разрывов при управлении компаниями и бизнесом. План производства живет отдельно, финансы отдельно. Бухгалтер считает то, что уже свершилось, по факту. Он по сути едет на вашем автомобиле под названием «бизнес» и смотрит назад. А вам-то нужно управлять тем, что будет в будущем или настоящем. Вы и ваш финансовый директор смотрите вперед, а бухгалтер смотрит в зеркало заднего вида. Представьте настоящее. 10 числа нужно заплатить зарплату. 5 миллионов. Вы открываете 1С. В отчете прибыль за месяц 8 миллионов. Открываете банк-клиент. На счете 2 миллиона. Знакомо? Это называется кассовый разрыв. И он убивает даже прибыльные компании. Сегодня я покажу, как мы научились видеть эти разрывы за 90 дней до их наступления. И мы сегодня устраним этот разрыв в ваших компаниях. Вашему вниманию инструмент управления номер 3. Честные финансы, также входящий в архитектуру управления. Система финансов, которая говорит правду и привязана к вашему сквозному плану. Тот самый механизм, который мы посмотрели в первом и пятом ролике этого плейлиста. На заводе мы превратили план выпуска тепловозов в точный график поступления денег. Поехали! Я 12 лет занимаюсь созданием эффективных архитектур управления для компаний и бизнеса. Еще 13 лет практического опыта управления и работы на промышленных предприятиях. Итого суммарно 25 лет я уже в промышленности. Подписывайтесь на канал, здесь даю только практику и реальный опыт про комплексное управление компаниями. Эти знания и опыт собирал по крупицам сам в течение 25 лет. Такой методики управления в открытых источниках практически нет. Давайте разбираться, почему финансисты и производственники часто не понимают друг друга. Мир номер 1 глазами производства. Их язык – это штуки, тонны, метры, нормы часы работы станка или работника. Их вопрос – успеем ли мы собрать 10 тепловозов к 25 июня и закрыть 70 тысяч норма часов, чтобы по окончанию выплатить достойную заработную плату своим сотрудникам. Мир номер 2 глазами бухгалтерии и финансистов. Их язык – рубли, выручка, себестоимость, маржа. Их вопрос будет такой: будет ли прибыль за второй квартал в 1С и как заплатить вовремя налоги? А где мир номер 3 собственника? Его язык – деньги на счете, кассовые разрывы, кредитная нагрузка и реальная прибыль в кармане, которую он редко видит. Его вопрос каждый месяц: хватит ли мне денег 10 числа, чтобы заплатить зарплату? Если отгрузка по контракту номер 45, только 15 числа месяца. Бухгалтерская прибыль в 1С – это история про то, что было. Она не отвечает на вопрос, а что будет в кассе. Классическая ситуация на многих заводах. В июне отгрузили 2 тепловоза на 200 миллионов. В отчете 1С огромная прибыль. Но по договору предоплата была 30%, остальные 70% через 60 дней после отгрузки. Итог. В июле денег нет. Кассовый разрыв. Берем снова кредит, а в 1С у нас все хорошо. Понимаете? Финансы, оторванные от реального графика производства и условий договоров, это просто красивая картинка в 1С или презентациях, часто вводящая всех нас в заблуждение. Как мы решили эту проблему? Мы стали управлять 3 взаимосвязанными финансовыми показателями здоровья нашей компании, которые теперь ведет не бухгалтер, а финансовый директор. Итак, показатель номер 1. Бюджет доходов и расходов, он же БДР, сформированный на основе плана производства и других служб предприятия. Берем сквозной план производства. Помните из прошлого 5-го ролика? По каждому заказу плана производства мы знаем суммы всех статей доходов и расходов из их калькуляций. Цену для клиента из договора, это наша будущая выручка.
список материалов и их стоимость закупки из ВСНРМ и спецификации, это наши затраты на ТМЦ, норма часы за работы и какие разряды у наших работников из технологий, это зарплата основным рабочим, накладные расходы, это электроэнергия, аренда, зарплата ЭТР и вспомогательным службам, которые можно распределить на каждый заказ пропорционально. Ну, также, конечно, налоги, соцстрах и прибыль. Что получаем? Мы видим не прибыль вообще за месяц по компании, а прибыльность каждого заказа в финплане. Управленческое решение теперь можно принимать правильное, на реальных цифрах и показателей, как по каждому заказу в отдельности, так и в целом воловкой по компании. Следующий наш показатель, номер 2, это бюджет движения денежных средств, он же БДДС. Здесь мы учитываем не когда отгрузим, а когда реально придут деньги на наш счет, в соответствии со сроками в договоре. Снова смотрим в план производства и к нему по срокам привязываем наш БДДС. Например, предоплата 30% поступает до начала производства, 70% после отгрузки поступает через 60 дней. Результат мы увидим кассовый разрыв заранее, в июле, за 3 месяца до него, и можем принять правильное управленческое решение. Договориться с клиентом об изменении графика платежей, использовать овердрафт или запланировать краткосрочный кредит, но без паники и аврала, как раньше. И следующий показатель, номер 3, управленческий баланс. Это моментальный снимок активов, сколько денег на счетах, сколько в незавершенке, сколько на складе сырья, сколько нам должны дебиторы, сколько мы должны кредиторов. Он обновляется раз в неделю. Вот и вся магия. Эти 3 показателя финансового здоровья вашей компании, которые растут и разрабатываются строго от вашего производственного плана. Повторюсь, строго от производственного плана. Не то все ваши финансовые отчеты будут липой и оторваны от реального положения дел в вашем бизнесе и компании. Друзья, ваши истории, вопросы и опыт в комментариях – это самое ценное для нашего сообщества. Пожалуйста, делитесь ими. А чтобы YouTube рекомендовал наши видео другим зрителям, нам очень важна ваша поддержка. Лайки, подписка на канал и по возможности просмотр роликов до конца. Это творит настоящие чудеса для продвижения нашего канала. Спасибо, что вы так активны. Это лучшая помощь от вас для развития канала. Итак, вернемся к нашему заводу. Когда мы привязали финансы к плану, мы увидели шокирующую картину. Это был август. План на сентябрь-октябрь – отгрузка 4 крупных тепловозов. По договорам оплата через 90 дней после отгрузки. При этом в октябре надо было платить зарплату за сентябрь, налоги, крупный платеж за материал, закупленный еще в июле. Прогноз по БДДС показал в середине октября кассовый разрыв в 80 миллионов рублей. Банк не дал бы нам такую сумму быстро. Что мы сделали? Мы приняли управленческое решение на основе данных. Первое. Скорректировали план отгрузки, договорившись с 2 клиентами, и 1 тепловоз отгрузили на 2 недели раньше. Второе. Запустили факторинг по 2 отгрузкам, получили 70% денег сразу. И третье. Договорились с поставщиком материала об отсрочке платежа на 30 дней. Мы ему показали наш план отгрузок и график будущих поступлений как гарантию. Результат. Разрыв был ликвидирован, так как БДДС мы начали разрабатывать от производственного плана и сроков в договорах. Зарплату и налоги заплатили в срок. Кредит не понадобился. Стоимость этого решения была в 10 раз ниже, чем стоимость аврального кредита под залог. Главный вывод. Когда финансы привязаны к плану производства, вы перестаете быть пожарным. Вы становитесь водителем своего бизнеса, который видит пробки на маршруте за километр и спокойно перестраиваете движение и свой маршрут. Как начать это внедрять уже завтра у вас? Вам не нужно быть финансовым гением. Начните с управления одного показателя – прогноза движения денежных средств, БДДС. Шаг 1. Возьмите ваш сквозной план производства по компании на ближайшие 60 или 90 дней, который мы с вами разработали в прошлом 5-м ролике. Рекомендую, кстати, посмотреть этот ролик каждому, а лучше все 12 серий этого плейлиста про комплексное управление компаниями. Вы получите много практических инструментов управления, которые уже завтра сможете применять в своих компаниях. Итак, выпишите из плана по всем заказам будущие отгрузки. Рядом с каждой датой отгрузки напишите даты поступления окончательных платежей и назад отмотайте даты авансовых платежей по договорам. Например, 30% аванса до 01.06, а 70% через 60 дней после отгрузки. Шаг 2. Соберите все будущие платежи. Зарплата, налоги, аренда, оплата поставщика. Смотрим требования в договорах
и счета, запишите эти даты. Шаг номер 3. Теперь сведите все в одну таблицу. Поступления, выплаты по дням. Простая таблица. В одной строке у вас будут даты поступления денег, а в одной строке даты затрат ваших. И смотрите остаток на счете. Что увидите через 30 минут? Вы на 90% увидите дату вашего ближайшего кассового разрыва. Возможно, это будет через 2 недели, а может быть через 4 недели. Теперь у вас есть время, чтобы действовать, а не паниковать в последний день. Это и есть начало честных финансов. Сначала учимся управлять деньгами через БДДС, связанный с планом производства. Потом учимся управлять прибылью, доходами и расходами через БДР. Это второй ваш очень важный показатель здоровья компании. И только потом смотрим эти все красивые отчеты в 1С. И повторюсь, уважаемые зрители, реальные цифры из БДР и БДДС мы сможем получить только при условии, что наши БДР и БДДС построены от нашей производственной программы или планов продаж, если вы торговая компания. Это прям очень важно с 3 восклицательными знаками. Итак, теперь у нас есть 3 кита управления. Структура, построенная по потокам, сквозной план и честные финансы. Но механизм не заработает, пока мы не добавим 4-й, самый важный элемент – систему ежедневного оперативного управления. Поэтому в следующем ролике, в финальном кирпичике архитектуры управления вашего бизнеса, смотрим инструмент номер 4. Это система оперативного управления, которая превращает вашу оргструктуру по потокам, планы и финансовые прогнозы в конкретные ежедневные действия команды. Это то, что завершает сборку рабочего механизма, который называется архитектура управляемого бизнеса. И еще маленькое дополнение. Пока писал сценарий на текущий 6-й ролик и снимал его, понял, что надо снять еще один ролик про управление финансовой моделью компании и дать для вас, зрителей, практические примеры со схемами и таблицами на маркерной доске. Поделюсь и плохими примерами финуправления, и хорошими, чтобы в своей практике вы это смогли учесть. Поэтому в следующем 7-м ролике я раскрою тему про финансы чуть подетальней, а вот уже в 8-м ролике смотрим инструмент номер 4 – система оперативного управления. 8-й ролик будет про то, как перестать заниматься микроменеджментом и тушить пожары, и начать управлять бизнесом как слаженной системой. Это последний кирпичик перед сборкой уже всей архитектуры управления. Совсем скоро, в 9-м ролике этого плейлиста, мы спроектируем вашу архитектуру управления бизнесом или компанией. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Успехов вам во всех ваших делах и начинаниях. Всего доброго!